Всем привет! Продолжаю серию роликов о покупке дешевого дома в Сербии. Сегодня поговорим о том, как лучше оформить покупку через риэлтора или самостоятельно. Я поделюсь нашим опытом и расскажу о всех нюансах, с которыми мы столкнулись. А в конце ролика обязательно расскажу, сколько в итоге денег мы потратили на оформление дома в Сербии. Что выбрать: нанять риэлтора или делать это самостоятельно? Когда решаете купить дом в Сербии, перед вами встает выбор: работать с риэлтором или оформить все самостоятельно. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Работа с риэлтором упрощает процесс. Они помогают с поиском недвижимости, оформлением документов и общением с продавцом. Но учтите, что услуги риэлтора оплачиваются отдельно. Обычно это 2-3% от стоимости дома. Бывает, это фиксированный тариф. Также есть русские, как называются, такие помогаторы, которые подбирают дома, водят за ручку, помогают потом оформить документы. Но, как я знаю, за это оформление берут 1500 евро. Самостоятельное оформление позволяет сэкономить, но и требует времени и знаний. Нужно понимать, какие документы проверять и как оформить сделку. Если вы решили оформить покупку самостоятельно, то для этого вам понадобится: первое – это поиск адвоката для составления договора купли-продажи. Найти его можно через знакомых, а если такими еще не обзавелись, то, например, через телеграм-каналы. По Зринянину, где мы купили в итоге дом, 4 телеграм-канала, и получается, что лучше спрашивать не в самом большом, а в маленьком. Там как-то более радушная обстановка и меньше тех, кто хочет заработать на новоприбывших. Второе. Нужно сделать перевод документов у судебного переводчика, судский переводилец. Это обязательный этап, так как все документы должны быть на сербском языке. Третье. Надо договориться с продавцом и нотариусом на дату подписания сделки. Обязательно уточнить все детали заранее. Четвертое. Найти 2 свидетелей, которые будут присутствовать при подписании договора у нотариуса. Это тоже обязательное требование для регистрации сделки. Какая-то у меня кучка там. Расскажу, как у нас происходило оформление сделки и какие были нюансы по документам. Сначала мы думали обойтись без первого пункта, так как у меня второе образование юридическое, то я взяла типовую форму договора купли-продажи, думала, быстренько все впишу и будет нормально. Но я погрязла в сербских падежах и склонениях, у меня мозг кипел, онлайн-переводчик переводил коряво, и если для обычной речи это еще нормально, то для юридического документа это совершенно не подойдет. Для того, чтобы адвокат составил договор, ему надо было предоставить информацию о всех продавцах. Напоминаю, у нас их 4. Надо было получить данные личных карт с каждого. По второму пункту надо было сделать у судебного переводчика перевод заграничного паспорта мужа и наше свидетельство о браке. В Сербии имущество, купленное в браке, автоматически регистрируется сразу у 2 супругов. Меня на момент покупки не было в Сербии, покупателем выступал только муж. Но имущество после покупки регистрируется в равных долях на супруга, даже если один покупатель. Это хорошая практика, так как избавляет от ненужных вопросов при разводе или наследстве. В законах же Российской Федерации у супругов совместная собственность, но при покупке или продаже можно оформить на одного из супругов. Например, у меня был случай в судебной практике, когда супруг втайне от жены заложил квартиру, купленную в браке, для получения ссуды. Деньги не выплатил, и квартиру выставили на торги. А жена узнала, что квартира ей уже не принадлежит, когда новые собственники пришли выселять их. И сначала суд встал на сторону жены, присудил ей 1/2 квартиры, но потом это решение отменили, и она и малолетний сын остались без жилья. Так что сербская практика очень хорошая. Пока адвокат оформляет договор, а судебный переводчик переводит документы, надо найти нотариуса и свидетеля. Достаточно часто адвокаты знают
у кого можно оформить договор. И есть уже люди, которые могут быть в качестве свидетелей. Свидетель нам обеспечил как раз судебный переводчик в назначенную дату. Муж приехал к нотариусу, приехали все 4 собственника лично. Доверенности никто не оформлял, что являлось тоже такой дополнительной гарантией. Сделка прошла достаточно быстро, подписали, нотариус заверил, свидетели подписались, и после всех юридических оформлений перевели деньги продавцам, а они отдали ключи. Нотариус самостоятельно передает документы на регистрацию, покупателю остается лишь отслеживать информацию по сделке на сайте кадастра. Но самое интересное началось, когда муж приехал в дом. Оказалось, что за неделю, пока подготавливались документы, продавцы времени зря не теряли и распродали цыганам и вывезли самостоятельно все, что было возможно. Там кресла, подушки от диванов, на которых сидят. Без них диван стал совершенно непригодным. То есть диван оставили, а подушки почему-то продали. Холодильник, это было самым неприятным сюрпризом. Без холодильника как-то было совсем грустно жить. Практически весь инструмент, опрыскиватель для деревьев, тиски, установку для колки дров, да и сами дрова, которые были в 2 сараях, просто они это все сгрузили. Муж приезжает, во дворе стоит грузовик, доверху наполненный мебелью, сверху на этой мебели лежали дрова, а муж в шоке, грузовик просто уезжает. Так что не повторяйте нашу ошибку и прописывайте все по пунктам, что именно оставляют продавцы в доме. Впоследствии я общалась с другими русскими, которые покупали дома. Там были даже такие продавцы, которые демонтировали кондиционеры и оставляли дырку в стене. И если в договоре прописан холодильник и плита, то меняли, например, хорошую технику на какую-нибудь вообще трэшовую. А теперь расскажу, сколько потратили на сделку по покупке дома в Сербии. Судебный переводчик, он же привел свидетелей и сам же с ним договаривался, 100 евро. Адвокат, изначально было 200 евро, но сторговались до 120 евро. Нотариус, 23 тысячи динаров по прайсу у них. Через 2 недели пришел счет за изменение данных, 6 тысяч динаров. Покупка дома в Сербии – процесс увлекательный, но требует внимания к деталям. Если вы готовы взять все в свои руки, дерзайте. Это все возможно. Но если хотите упростить задачу, можете привлечь риэлтора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какой вариант вам кажется удобнее. А если уже прошли этот этап, то сколько у вас получилось в итоге. Пока!